Опять по шпалам бегу! Всем привет! Вы на канале Богдан Констант. Сегодня мы с вами посмотрим на жемчужину Шри-Ланки, от вида которого захватывает дух. Речь идет про 9-арочный мост Димодар. Мост с 9 арками возвели на высоте 3100 футов над уровнем моря между железными дорожными станциями Элла и Димодар. В 1921 году проект был разработан англичанами, как в это время Шри-Ланка являлась британской колонией. Это один из знаковых мостов Шри-Ланки. Название переводится с сигнальского, означает 9 небес. Если присмотреть на мост снизу, то через 9 арок видишь 9 небес. Отсюда и название. Так как это самый высокий мост на Шри-Ланке, местные жители его еще называют мост в небо. Уникальность этого массивного моста заключается в том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпичей и цемента, без использования стали. Примечательно, что строительством моста руководил Апухан, местный музыкант, получивший поддержку британских инженеров за свой острый ум и смекалку. Таким образом, этот замечательный мост по праву можно считать одним из чудес британо-английской инженерной мысли. Существует интересная история о строительстве моста. Когда работы были только начаты, началась Первая мировая война. Партия стали для строительства моста были изъяты военным Англии в пользу собственных проектов. Когда же работа встала, местные жители Шри-Ланки твердо решили достроить мост из имеющих подручных материалов – камней, кирпича и цемента, без использования стали. Таким образом, мост был возведен и является действующим по настоящее время. С большой вероятностью это всего лишь красивая легенда, так как по мере обработки материала к данному видео к ней возникло много вопросов. А основной, так кто же на самом деле построил этот 9-арочный мост виадук на Цейлоне? Очень странно, что на просторах великого и могучего интернета не удалось найти ни проекта, ни единого строительного чертежа, ни фотографии строительства и даже официального открытия этого моста. Даже остаточные надежды на отчет 1923 года под названием «Строительство бетонного железнодорожного виадука на Цейлоне», любезно предлагаемые в Википедии, просто окончательно разбились об ссылку, ведущую на несуществующую страницу. А ведь мост неба не только сам высокогорный, но и сам большой железнодорожный мост на Шри-Ланке. И если он действительно был бы построен в 1921 году после окончания мировой войны, в чем у меня лично закрались сомнения, то, как минимум, это событие обязательно бы запечатлели на фото для истории. Какое же было мое удивление, когда на просторах интернета удалось найти фото строительства других железнодорожных мостов на Цейлоне, датированных концом 19 века. При этом на этих фото очень хорошо видно, что при строительстве помимо кирпичных опор использовались и металлические конструкции. К тому же представленные мосты гораздо более скромные по своим размерам, и строились они явно по технологии второй половины 19 века с применением технических устройств. А легенда пытается нас убедить, что местные жители в начале 20 века построили самый большой железнодорожный мост страны практически вручную и полностью без металла. Также на современных фото достаточно хорошо видно, что мост построен из уникального кирпича. Обратите внимание, что поверхность его не плоская, как у современных кирпичей, а выпуклая. А внутренняя облицовка арок вообще выполнена из вогнутого фигурного кирпича. Вопрос, где же на Цейлоне в те времена изготавливали такой кирпич? Не везли же его англичане из Британии со своих кирпичных заводов в обмен на конфискованную сталь, вопреки всем военным трудностям. В общем, опять легенда не складывается. Также хочется отметить, что внешний вид моста в небо очень похож на римские мосты-виадуки. Вот, например, просто сравните Цейлонский мост в небо с античными мостами в Риме, изображенными на картинах известного художника Джованни Баттиста Пиранези, и вы сможете сами убедиться в их похожести. Как знать, может быть, 9-арочный мост с неба был построен, как и многие другие загадочные сооружения по всему миру, какой-нибудь высокоразвитой античной цивилизации, а в колониальное время, возможно,
просто был реконструирован или восстановлен. В любом случае, для меня строительство моста в небо пока остается загадкой, отгадку на которую, возможно, поможет найти время. Но здесь удивительно волшебная атмосфера, необыкновенное ощущение. Однозначно, мост в небо обязательно посещать. С вами был Богдан, путешествуйте, любите мир. Всем пока-пока!